Друзья мои, всем привет! Этот ролик мы подготовили специально для игроков новых штатов и для людей, которые только-только начинают играть в State of Survival. Сегодня мы постараемся кратко описать ключевые временные точки, в которые происходят важные изменения в жизни штата. Эта информация может помочь вам спланировать свое развитие в игре, если вы решили не удалять ее спустя пару дней. В свое время я задержался в State of Survival, потому что во время скучного ковида скачал себе игру и четко решил занять первое место в событии «Выживут сильнейшие, кровавый спорт». На тот момент многие названия событий были другие. Если бы тогда уже существовал некий календарь жизни штата, мне было бы намного проще планировать свое развитие. Надеюсь, эта информация будет вам полезна. Итак, в самом начале у вас есть штаб, которому вы можете повышать уровень, войска и несколько героев, с которыми вы можете чистить радар, проходить тропу или же даже атаковать кого-то. В будущем вас ждет намного больше событий, как личных, так и союзных. Поэтому для начала поговорим именно о событиях, а не об игровых элементах, которые вы можете улучшать, чтобы стать сильнее. Основные события, в которых потребуется слаженная работа вашего союза, умение управлять и принимать решения, начнутся очень скоро. Сражение за бункера. Первая неделя жизни штата, а на второй неделе к бункерам добавятся крепости. То же самое, но с более ценными наградами. На 53-й день в вашем штате пройдет первая битва за Капитолий. Именно в этот день в вашем штате определится лидирующий союз и появится губернатор. Сражение может пройти в любой день недели, а уже после этого будет проходить раз в 2 недели. Затем на 14-й неделе у вас состоится первая битва штатов. Это тот же самый Капитолий, но между двумя штатами. И в этом событии уже не надо выяснять, кто самый главный в штате. Наоборот, по опыту многих игроков, победить сможет именно тот штат, который умеет работать в команде, забыв про внутренние разногласия. Домашний Капитолий и битва штатов будут чередоваться через 2 недели. Также на второй неделе жизни штата станет доступно событие «Азуртановый налет». Это мое самое любимое событие в игре, потому что независимо от того, насколько сильный у тебя аккаунт, ты можешь занять хорошее место в рейтинге и получить достойные награды. Каждый вторник на моем канале проходит стрим этого события. Вы можете прийти и посмотреть, а также задать интересующие вас вопросы. Ну и конечно, практически обо всех событиях и игровых процессах, о которых я говорил и буду говорить в этом ролике, можно также найти информацию на моем канале или в сервере Discord. На 4-й неделе ваш союз сможет построить ловушку советчика. Это PvE событие, в котором вы получаете награды для улучшения снаряжения героя. На 13-й неделе жизни штата вы должны познакомиться с событием «Царь горы», а также должно начаться первое мировое событие «Миго», в котором вы получите приятные бонусы для прокачки вашего аккаунта, а также различные облики. Миго – это регулярное событие, которое длится 10 недель и повторяется каждые 3 месяца, но с разной главной темой. На 38-й неделе начнется рейд на резервуар «Вершина». Главное отличие этого события от обычного рейда на резервуар в том, что вы сможете зарегистрировать 2 легиона, то есть вы сможете создать 2 команды по 30 человек и 10 резервистов. Рейд на резервуар мне тоже очень нравится. Ключевой момент для меня в том, что мы собираемся в голосовом канале Discord и активно играем, обсуждаем наши действия, даже кричим в напряженные моменты. В общем, это круто. Во многих событиях вы можете не увидеть какой-то крутой геймплей, глубокую философскую мысль и так далее. Но вы определенно получите удовольствие от процесса, если будете делать это в команде, которой нравится событие, с людьми, которые хотят победить и стараются сделать это. На 50-й неделе в вашем штате состоится первое шахтерское безумие. В этом событии сражаются 8 союзов. В течение нескольких дней вы последовательно захватываете территории, а затем 2 победителя с каждой стороны сражаются за финальное здание. Для того, чтобы успешно играть в событиях, вам нужно прокачивать свой аккаунт. И в этом тоже есть своеобразный график, но мы поговорим об этом в отдельном ролике. Как видите, в State of Survival очень много союзных событий, и все они имеют индивидуальный рейтинг и персональные награды. Поэтому соревновательный момент в игре присутствует всегда.
И иногда на его основе развиваются настоящие диванные войны. Конечно, такой большой и успешный игровой проект подразумевает наличие доната, и он есть в этой игре. Я ни в коем случае не призываю тратить деньги на игру или же наоборот их не тратить. Как раз таки хочу еще раз сказать, что это личный выбор каждого игрока. Чтобы получать удовольствие от игры, вам нужно четко понять вашу роль. Кому-то нравится придумывать тактики для событий, кто-то любит помогать союзникам информационно, кому-то нравится постоянно прокачивать свой аккаунт на 100% и вести за собой союз. Когда у вас есть четкое понимание, что вы делаете и зачем, и когда у вас нет каких-то особых, завышенных ожиданий от мобильной игры, тогда вы не будете огорчаться, когда что-то пойдет не так. Делайте то, что приносит вам удовольствие. Благодарю вас за просмотр этого ролика, надеюсь, у вас уже есть некоторый план и вы его придерживаетесь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Берегите себя, всем пока!